Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал DP Labs. Сегодняшнее видео будет об изготовлении редуктора для электромотора для будущих проектов. Итак, купили мы, собственно, двигатель китайский, 70 киловатт он, по-моему, в пике, к нему контроллер, он на 400 вольт, 9000 оборотов, и нужен к нему редуктор с выходом по полуоси. Собственно, мы, конечно же, могли к нему приколхозить коробку от восьмерки или коробку от Nissan Leaf через переходную пластину, но это слишком просто, нам хочется чуть-чуть посложнее и покачественнее. И нужен нам, собственно, редуктор. Взяли мы, естественно, не без этого коробку от восьмерки. Отсюда у нас пойдет дифференциал и главная пара, потому что главная пара большая, ее сделать сложновато будет. Ну, подшипники еще можем взять. И это у нас будет вторая ступень редуктора. А первую ступень из двух шестерен нам, собственно, предстоит сейчас изготовить. Ну вот мы ободрали уже заготовку с одного установа. Установа у нас будет 2. Ободрали мы ее с припуском где-то чуть больше полумиллиметра, потому что, во-первых, будет 2 установа, во-вторых, от большого съема ее чуть может повести, и итоговый размер мы будем выводить в центрах. Сталь здесь 15H2 GN2 TRA, очень износостойкая, держит ударные нагрузки, хорошо калится. Вот. Режимы резания здесь практически как на станках одной китайской фирмы, которую один блогер рекламирует. 100 оборотиков, подача 0,1, диаметр 150, съем 15 мм на диаметр. Непростая сталь, СОЖ. Включил подачу, через 10 минут пришел, 3 килограмма металла сняло. Очень удобно. Теперь, собственно, мы ее перевернем. Со второго установа опять обдерем с припуском где-то полмиллиметра, установим в центра и выведем итоговый размер в центрах. Мы уже вытащили в центрах заготовку практически в итоговые размеры, ну то есть размеры под шлицы здесь итоговые, а под подшипники сделали все равно припуск где-то 3 десятки, потому что я думаю, еще после закалки его выведем в чистовую. Также здесь у нас есть, с этой стороны у нас будут шлицы, садится шестерня. Здесь у нас канавка для выхода резца. Она здесь радиусная, чтобы не было концентратора напряжения, но потому что здесь у нас одна шестерня будет, другая, и чтобы по этому месту не сломала, канавку лучше делать радиусной. Здесь у нас обычная канавка под стопорное кольцо, чтобы сюда садилась у нас шестерня. Здесь будет, соответственно, подшипник. Значит, как мы будем нарезать шлицы? Не очень правильным методом. По-правильному это делается либо в делительной головке, либо в специальном зуборезном станке. Но у нас есть только долбежный станок с поворотным столом. И будем резать в нем. Значит, здесь у нас 25 шлицов. Получается, на каждый шлиц нам надо поворачивать на 14 градусов и 24 минуты. Это получается у нас здесь деление лимба 2 минуты. И нам нужно сделать 3 оборота и 144 минуты, то есть 72 деления. Соответственно, погрешность у нас половина сонаделения, то есть где-то 1 минута. В принципе, я считаю, этого более чем достаточно, и шлицы получатся довольно точные. Вот у нас уже сделали пробный образец, закаливали в ТВЧ шлицы, и шестерня налазит, и все здесь хорошо. Профиль зуба здесь 90 градусов с притуплением где-то 0,6-0,8 миллиметра. Диаметр наружный 27,3, внутренний 25,5. Собственно, нарезаем по лимбу, поворачиваем по лимбу. Что еще? Выставили деталь, выставляли прецизионно медным молоточком. Выставили здесь буквально 1-2 сотки биения. Ну, точнее, тут, к сожалению, не получается выставить на поворотном столе. Ну и сейчас, собственно, будем нарезать шлицы.
совершенно магическим образом у нас уже появилась готовая начинка редуктора, так сказать, полностью готовая. Как это произошло? Ну, вы видели, мы изготавливали заготовки, нарезали шлицы под шестерню главной пары. Здесь шлицы простые, 90-градусные, не модульные. Это у нас сделать получилось. И дальше сами шестерни мы хотели также резать на 5-осевом станке, на Хаасе. У нас есть оправка специальная, дисковые фрезы модульные, но это сделать у нас не получилось. Уж не знаю, у чего не хватило жесткости, у станка или у оправки. Пробовали разные режимы, но шла дрожь, поверхность была неудовлетворительного качества. И мы приняли решение, ну и поскольку у нас еще шестерни в двигатель, который входит, они также модульные. Здесь, по-моему, модуль 1 или что-то такое. Ну и мы приняли решение отдать это специальным людям, которые на этом специализируются, на зубофрезерный станок. И они нам уже изготовили, нарезали сами зубья на наших заготовках и также шлицы, которые будут входить в двигатель. Все здесь получилось отлично. Затем мы это все закалили в ТВЧ, отпустили, все прошло успешно. Дальше в центрах уже подогнали точные размеры посадки подшипников. Ну, тут припуск был небольшой. И, в принципе, закалка прошла успешно, ничего никуда не повело. Биений здесь, в принципе, даже после закалки никаких не было, но мы вот решили чуть-чуть подстраховаться. Затем я уже взял всю готовую начинку и вместе с двигателем это все смоделировал в SolidWorks. То есть сборка полностью внутренней части редуктора, как это будет выглядеть. Да? Ну, понятно, здесь сделано все не максимально детально, то есть у нас на главной паре все-таки косозубые шестерня и дифференциал здесь смоделирован, так скажем, упрощенно, но все размеры, все здесь проставлено точно, то есть мы знаем все межосевые расстояния, знаем линейные расстояния подшипников конусных дифференциала, и теперь нам нужно, собственно, изготовить сам корпус редуктора. Мы это будем делать на 5-осевом станке, на Хаасе, и в лучших традициях будем переводить огромные болванки алюминия в стружку. И уже Павел у нас смоделировал сам корпус редуктора. Что здесь у нас примечательного? Ну, у нас с этой стороны будет маслозаливная пробка, здесь будет штуцер под сапун. Эти отверстия у нас крепежные, крепление редуктора, то есть редуктор у нас, вся эта конструкция у нас как будет крепиться к транспортному средству. У нас есть, во-первых, в моторе 4 отверстия с резьбой, здесь мы можем сделать любой совершенно кронштейн и как-то его крепить. Затем здесь у нас в редукторе есть 2 отверстия с резьбой, также под кронштейн. И здесь также 2 отверстия с резьбой. Этой частью, фланцем, у нас будет осуществлено крепление к мотору. Здесь наш, собственно, будет фирменный логотип. Что еще? Ну, можно попробовать посмотреть, как это будет выглядеть внутри. То есть лишнего металла здесь практически нету. Он будет из алюминия будет довольно-таки легким. То есть здесь есть специальные карманы, все, в принципе, и со стороны мотора также. То есть он получится достаточно легким. Так как-то это выглядит. Касаемо подшипников дифференциала, они здесь конусные. Это будет также регулироваться подкладными шайбами, то есть перед сборкой. Собирать мы его будем, я думаю, просто без прокладок на хороший герметик. И сейчас мы уже покажем вам программу под фрезеровку всего этого и как это у нас будет обрабатывать. Собственно, уже написаны программы на обработку. Можно посмотреть, как это будет выглядеть. Это уже у нас выполняется второй установ, то есть, как мы можем посмотреть, первый установ у нас уже выполнен. Сейчас мы покажем, как это будет все обрабатываться. Ну и, собственно, вот происходит симуляция программы по второму установу первой половинки.
Господа, вот получилась такая красивая, роскошная вещь, и мы по экономии металла переплюнули Игоря Никоду. 62,5 килограмма сплава D16T переработали в 4. Вот. Конечно, это же прототип, естественно, это все будет, если работать, надо делать это методом литья, потому что ценник получается конский, ну и за металл, и за работу станка. Но как для прототипирования это очень хорошо. Надеюсь, у нас здесь все по шестеренкам сойдется, это будет работать. Ну, получится неплохая силовая установка, в принципе, для электромобилей. На самом деле это не так просто получилось. После 3D-модели еще 20 часов ушло на подгонку траектории и т.д. и где-то 2 дня на само фрезерование. Но очень хотелось получить красивую, очень ровную поверхность. На самом деле это не обязательно, это просто прототип. Естественно, потом такой методом литья надо делать. Но мне кажется, получилось неплохо. Будем дальше работать. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего. До свидания.